хороший человек, видишь, ботинки чищу, чтобы блестели на видео. Здорово, братан. Чего вы тут спрятались? Мы обсуждаем, как деньги снова зарабатывать. В смысле снова? А что случилось? Ничего не случилось. Мы предлагаем нашим зрителям организовать онлайн-тренировки под предводительством... Мы микрофон там не включили. Да, я его продаю. Не продаю, я, короче, ему помогаю развиваться. Сдаешь в аренду? Да нет, мне вообще не нужны от него деньги. Я просто помогаю, чтобы люди, первые, научились стрелять из лука, а Василий Александрович просто зарабатывал. Помнишь, у нас была рубрика, когда мы делали тетивы, «Очумелые лучники». Да. Мы ее просрали, Да, вот, если мы ее дальше... Как 2 или 3 выпуска у вас вышло? Да. У нас про тетиву только вышло. Потом мы сняли про щиты половину, вот их. Я свою так и не снял, и Он, все. короче, да он нас просто кинул, падла, бля, представляешь? Он просто, я, говорит, буду стрелять, и пошел снимать Виталика Майнхантера с нашими щитами. И, короче, он снимал его видео, а я ему просто подарил, бля, и деньги еще зарабатывал, падла. Они у меня на даче так и лежат. Понял, да, это концепция бизнеса, то есть, пацаны, мы с вами будем снимать, вы только сначала дайте, а я там денег заработаю, а потом вас кину, бля. Ну, это отлично. Короче, нужно, ухо держать востро с некоторыми, блядь, ребятами, бля. Ну, мы к этому на самом деле так просто вообще относимся, то есть, ну, не хочет он заниматься, будем что-то другое двигать. Поэтому... «Очумелый лучник» на самом деле была очень хорошая идея. Хорошая тема была, кстати. Там можно было... Ну, если мы будем дальше развивать процесс видео влогинга, блогинга, чпокинга не будем развивать, то будем это как раз тему прикольно было бы распидарить что-нибудь. Самому там лук сделать, там коляской съездить, посмотреть, как он там что делает. Вот он нам там скажет, это вот так. Мы такие, о, что, палку можно сорвать и пойти сделать. Ладно, короче, поехали. Сегодня у нас много новостей. Погнали. Наших городских. Здравствуйте. Здесь у вас как-то так, да? Сделано. Да, это подарок. И так остается при стрельбе? Да, да. Я вон А пыталась почему я такого не видел? Только надо нормальному кожевнику отдать, чтобы он сделал. Есть Ты видал такие штуки? силиконовые такие вот заводские. Заводские. Свингсейвер. Это Мария Гук. Крутой человек. Амбидекстер. У меня 2 руки, поэтому 5 лук. Ты уже готов? Да, я уже пошел. Показывай, что ты сегодня Здорово, принес. ребят. Сегодня блокнотик. Тренер, можно на секундочку вас? Есть блокнотик на сегодня. Сегодня уже у нас примерно накидан сценарий, чем мы будем делать. Очень много новшеств. Первое – тетива. Второе – напалечник. Третье – нужно седло будет поставить. Ошибку Василий заметил очень важную на наших видео и будет сегодня исправлять и объяснять, что это за ошибка. 2 серии, и я думаю, если кто-то это смотрит, Круто. Я к чему говорю, что он понимает, как можно по видео исправить ваши ошибки. Поэтому, ребят, твои ошибки. мои ошибки и их тоже ошибки. Короче, за это он готов получать денежку, а вам исправлять ошибки. Имейте в виду. Денежку я готов получать, имейте в виду. Давай, нафига нам нужен этот блокнот? Я тебе говорил, ты будешь туда записывать. Все, что тебе вот прям хочется записать. Вот в перерыве ты сел между стрельбой, и такой думаешь, блин, классная мысль пришла мне в голову. Как бы ее не забыть? И ты ее записываешь, чтобы не забыть. Да, ну Да, ладно. ты в свободной форме пишешь эту вещь. Я туда не буду заглядывать, не бойся. Потому что Ты можешь Саша, заглядывать, что я не боюсь, хочешь. поэтому- Могу и заглянуть. Вот, соответственно, смотри, что туда пишешь. Первое, ты пишешь в конце тренировки, если тебя вдруг осенило, как стрелять, это надо записать. Ты на следующий не вспомнишь, что тебя там осенило под конец тренировки. Так. А под конец тренировки сам знаешь. Да, это понятно, там все уже Понимаешь, сыпется. как надо. Да. Вдруг. Только сил уже нет. Сил нету вообще никаких. И второй момент, который ты будешь записывать, когда мы с тобой до мишени дойдем, будешь туда свой результат записывать. Это нужно для того, чтобы ты прогресс свой отслеживал. Есть он, Да. нету его. Спад у тебя там, подъем и так далее. Вон, Марина сейчас расскажет, нафига нужен блокнот. Мария, расскажите нам. Дневник Блокнот, лучника блокнот. – это святая вещь, где данные собираются годами. Если объем блокнота позволяет, здесь я
Я записываю все, что мне Настройки важно. свои записываю, прицелы Особенно свои если записываю. это улица. Солнце справа, солнце слева, прицел ушел, солнце поменялось, ветер, дождь. Стрелы такие, стрелы сякие, у спортсменов их минимум 3-4 комплекта. Давайте теперь, например, покажите, что вы там А если пишете, разные если что, дисциплины? вам там не секретная какая-то информация. Луки у меня разные. Записываю, какой лук, какой прицел. 70 метров, 60 метров отстрел. Квалификация, спарринги, тренировки, вечер. То есть это было позднее. Добавляю 50 метров. Такой комплект стрел, 50 метров вправо, зал. Что мы делаем с луком? Увеличили растяжку, увеличили фунтаж. Прицел поправили. Отметки по биноклю. Короче, не зря мы купили блокнот пустой сегодня. И Мария пришла к вам Тренировки. рассказать, что там надо делать. Короче, пошлите ставить тетиву. Спасибо, Мария. Спасибо огромное. Во-первых, помните, я говорил, что там луки просто валяются. Меня кто-то услышал сверху. Никто этого не слышал, кроме меня и оператора, но луки, посмотрите, уже не валяются, они висят. Правда, первый вопрос, это как раз на саморез. Мне кажется, что это херовая затея. Можно его хотя бы просто изолентой обмотать. Но мне кажется, Миша, владелец тира, просто смотрит наш влог и такой говорит: вещь сказали, надо сделать. Мишань, изоленту просто купи, обмотай немножечко саморезы, и цимус будет. Так, сейчас поменяем тетиву. У нас, видите, одно ушко меньше, одно больше. Соответственно, маленькое ушко вниз, а большое ушко наверх. И пойдем делать гнездо. А что вы думаете по поводу того, что если хвостовики здесь самим делать в России, как байтеровские, такого качества? А есть еще такой момент, как качество пластика. А, вот так вот, да? Ну или так, или вертикально надо. Иначе вот как раз тот самый вертолет, про который мы говорили. Окей, тренер. У меня плечи вертолетят. Вот, поэтому как бы вот мы говорили, что такой способ через ногу, да, надевания, он имеет ряд недостатков. Здесь Значит, нужно нам этот стрингер, да, нужен? либо стрингер, либо вот как мы с тобой делали вот с Марией Лука и с этим, да, когда Да. один нагибает, другой надевает. Или смотри, да, ты правильно говоришь, что если мы через ногу набиваем, основной принцип, чтобы лук не был зажат. Если он у тебя здесь, да, зажат, то ты можешь повернуть его как хочешь. Если он свободно, он сам выравнивается. И помните, у нас есть плоскость нашей ноги, да, есть плоскость плеча. Желательно, чтобы, если за ногу цепляешь, совпадали эти плоскости. Иначе вот они часто... Здесь нога давит туда, плечо, видишь, за счет чего скручивается. А здесь ты сюда тянешь. И вот он винт. Так я понимаю, что для этого лука это не важно? Или вообще для каждого лука это важно? Или это должна быть привычка, чтобы потом не сломать дорогой лук? Нет, это важно для всех луков, потому что в чем беда с рекурсивным луком? Вот через носок я почему люблю. Потому что здесь, видишь, он вывешен. Так он может и соскользнуть. Может. Тогда еще больше травмы будет. А у меня Он так просто, однажды было. и он просто хоп, и плечо сломалось. Да, он по асфальту проехался и все. И выкинул плечо, так плечо, лучше. да. Смотри, Так и было. почему важно, потому что... Спасибо нашему клиенту, который пришел делать тетиву и сказал мне правильный размер. У нас же была 70, а сделали 68. И 68 пошла мне, а мы ему переделали тетиву. Поэтому Где твоя куколка? ты красавчик, парень. Но так больше делать не надо. А мы базу будем здесь измерять? Нам это надо? Да, нам это надо будет, когда мы тебе поставим седло, Так. а дальше уже А тетива же не стрельна, она еще, база еще уйдет. чуть-чуть. Но ее можно же подкрутить будет. Как нам сейчас важна база. Да, когда мы будем ставить На седло, таком луке тоже важна база. на любом. Смотри, как бы, ты хочешь добиться какого-то результата. На твой результат влияет множество факторов в целом. Какой больше, какой меньше, мы не знаем. Поэтому наша задача для чистоты эксперимента условия, в которых ты стреляешь, максимально одинаковыми сделать. Чтобы мы понимали, твой хреновый выстрел – это твой хреновый выстрел, а не что-то с Это мы будем потом понимать. А если нет никакой... Мы сразу понимаем, если ты хреново делаешь, я говорю, это ты виноват.
Даже сейчас. А ты такой при говоришь, моем нет, маленьком это таком база. Я опыте. говорю, база у тебя нормальная. Ну, это седло. Я говорю, седло у тебя нормальное. Я говорю, это прицел. У тебя нет прицела. И такой, блин, это я. Вот, понимаешь? Понял. Я просто удивляюсь, какой он увлеченный человек. Капец. Я его в каждом тире встречаю, она все время что-то делает. И на каждых этих где-нибудь ВКонтакте она везде стреляет. Я думаю, блин, она вообще работает, нет? А почему ты думаешь, что и от этой надо считать, а не от этой? Можно от этой вообще без разницы. Не, ну в смысле, тут же линейка четенько от какой-то определенной позиции. А нам главное вот это сейчас. То есть, если линейка от определенной позиции, то мы вот так меряем. И это почему я люблю Г-образную линейку, потому что вот раз, а второе, когда ты образную линейку накладываю, вот здесь, кстати, видишь обмотка где? Да, я уже заметил, Да, что тут спасибо, обмотка Артём, прям... ну, мы прям можем ее попробовать наоборот надеть. Может, поможет. Да не, я думаю, то же самое получится. Ну, попробовать можем. А тогда вот там петелька нижняя больше по размеру, то есть тут все, видишь, все по канонам сделано. Ой, нижняя меньше, верхняя больше, все как надо, поэтому, Это же классика. ну да, Здесь петельки можно одинакового размера делать. можно. Но просто всегда, когда мотаешь, лень заморачиваться, чтобы они были четко одинаковыми. Поэтому ты мотаешь, у тебя один чуть второй чуть побольше, второй чуть поменьше. Ты такой, ну, значит, тот, который чуть поменьше, будет вниз, потому что ты его надел и уже не трогаешь. А верхний чуть побольше, потому что его проще рукой Знаешь, чем накидывать. обосновывают? Чтобы низ не слетал. Да, чтобы не слетал. Но мы-то знаем, что просто... Что значит лень заморачиваться? просто Я там до миллиметра их там выравниваю. Зачем? Ну, потому что, блин, это тоже, кстати, влияет на стрельбу. Смотри, место, где вот здесь вот они сходятся, нитки, и где вот эта основная тетива втыкается, тоже все влияет на стрельбу. Не доказано, не верим. Так давай эксперимент проведем. Так мы весь для этого этот влог и пишем. Сейчас будем экспериментировать Сейчас мы не будем. всем, Это чем нам надо можно. взять скоростную камеру, это нам надо поехать к коллегу на дачу. Там у него есть классный станок. А что, мы, кстати, можем в аренду взять скоростную камеру, да? Ну, За полмульта. Нет, самая дешевая 1015 за смену будет стоить. Ну и все. И оператор, да, к ней? Ну, нет, кстати, я не знаю, может, и не дают к ней техника. Там, по идее, ничего сложного Короче, нет. когда обмотка нормально сделана, сюда ты образную линейку Давай надеваешь. еще раз зрителям объясни, что здесь сделано не так в обмотке, чтобы они все понимали. Ну, как бы высоко мы тебе седло вот здесь вот не задрали, сейчас сверху еще, видишь, сколько обмотки будет. На что это влияет? Ни на что это не влияет, она тут не нужна просто. Это перерасход нитки лишний. Так он все равно не свои деньги придет, какая ему хуй разница? Это раз. За мои, блядь. Во-вторых, как бы у нас есть середина тетивы. И от нее бы желательно обмоточку в обе стороны примерно одинаково накладывать. Нет, вообще я проводил в свое время эксперименты, и вот этот вес, который здесь на тетиве, он таки влияет в итоге на скорость вылета стрелы. Потому что он в середине. Да. Да. Поэтому вот эти, когда латунные сюда седло ставят, ускорители для блока, я тоже говорю, это не очень хорошо. Подождите, ребят, смотрите, короче. Вот я не умею стрелять. Да. Пока это не важно, но мы объясняем это для тех людей, которые занимаются профессионально, что смотри. на это нужно обратить внимание. Поедешь на 3D, если выгонят тебя нафиг. Согласен. Короче, Потому что я- когда обмотка у нас в поле зрения, это правило наговорено. Ну, нельзя так делать. Хрена себе. Ну, по ней можно целиться. Это же пипсайт. Прикольно, я даже не знал. мы зря сейчас Подожди. идем ставить седло зря. Надо приехать, перемотать как надо. Нет, давай так стрелять, как есть. Да нет, тебе это реально все равно. Ну, видите, они меня уже записали в абсолсе. Что ты опять сделал с своим хвостовиком? Он умер. Да. Не нужно переклеить. По-моему, это был холостой. Зачем вы клеите его? Он же просто вставляется. Да, по факту. Видите? И другой новый вставляй. Прекрасно. Мои стрелы потихонечку пенетрируют в оранжевый цвет. На нем, кстати, байтер написано, видел? Ну, у нее- Мне больше всего нравится, что на них тоже написано байтер. Это я почему хочу доебаться до Боумастера. Они же продают, блядь, подъебку байкера.
Ну, да, я говорю, на нем тоже написано байтер. Я то слово Это тоже же вообще использую, потому дичь. что я знаю, что это То есть должен быть не рядом настоящий вообще. байтер, а они, байтер написано, у них они продают стрелы с хвостами Ну, вот, байтер. смотри, Но там это у не, него реально не есть байтер. вот А это реальный байтер, нет? Это настоящий байтер? Нет, это тот самый. Это вообще что-то. Подождите, ну у вас уже упаковка байтер? Ну, конечно, упаковку я байтер как бы ребенку дал. Зачем, блядь? У меня была, я туда хвосты Просто они байтер положили, а туда, блядь, херни насывали. Не, ну, мне кажется, байтер это вот Это для слепых просто специально. самый лучший, что может быть. Мария, вы согласны? Что поставики байтеров одни из самых лучших в мире. Ветер, Сезон зависит. да. Они сейчас, кстати, тоже начали колоться. Почему? От какого сезона? Вы имеете в виду лето и зима? Это... Нет, сезон ты будешь выполняться или тебе сезон просто отстрелять надо? А прошлый сезон я стреляла все комплекты Истоном. Так, и? А потом еще зависит, какую тебе отмотку сделали, обмотку на лук. Если тебе сделали... Типа толстую, тонкую, вы имеете в виду, Да, что подходит? да, Но там же у них да. у байтера как раз есть 1 и 2. Это разные. Это для олимпиков. 1, 2, для блока Хантер, Хантер, блока 3 Хантер. варианта. Просто Асимметрия? размер ушка. We need some help. У байтера что зима, что лето ушко одинаковое, то есть ты обмотку не меняешь. Истинные извращенцы, у них все ушки разные. А как это определить, одна, что? Ну, ты одеваешь, он болтается, либо он очень туго сидит на тетиве, и надо менять обмотку. Как раз Не Каницкий всегда вчера по это этому поводу удобно. говорил. У спортсменов переходный период длительный, потому что март мы стреляем, март, апрель мы стреляем оба сезона. То есть уже началась улица, но еще не закончилась зима, еще зимние старты идут. И должны зимние стрелы с летними быть одинаковыми. Либо ты делаешь нюанс, что там болтается или очень туго сходит. Ну, это подматывать тетиву, не? Ее надо удлинять. Да. Мне кажется, если ты размотаешь, ее все равно не разматывать, хватит. да. Разматывать нужно. Да? Разматывать некуда, она размотана. Так что тебе надо... Вот, Это надо 21, моему 23, мастеру 23. смотреть, блядь, влоги. Это предел, видишь? Мечтаний. То есть мы бы с тобой с 22 бы начали, было бы нормально. Ну, кто-то начал, может, останется, нет? Может. Давайте попробуем пострелять, дальше что будет Если ясно. не растянется, ты знаешь, кого надо растянуть. Да, вот твоя тонкая. Давай, вот тонкая, да. Вот. Если бы мы с тобой вот так же 1,4 бы там поставили бы и гнездо, она бы в космос там смотрела. согласен. Видишь, как видно? Видишь? Не параллельно. А так бы 3 миллиметра бы оттуда отмерили бы. Так вот так бы мы тебе сделали бы, она бы была... Нет, мне кажется, надо еще Понятное чуть-чуть. дело, нет, смотри, как бы хвост чуть-чуть все равно должен вверх. Когда стрела здесь стартует, ее приподнимает чуть-чуть. Но чуть-чуть. То есть вот это вот чуть-чуть, это индивидуально. Это вот то, про что мы с тобой так и не сняли до сих пор серию, про подгонку голой стрелой. Это вот это значение индивидуально. Вот я списывался там с этим, с Алексом Юлисом. Он говорит, там, вот, там, что там... он палец себе рассек вот здесь стрелой. И я ему говорю, ну, чувак, как бы, вот, такое бывает. У меня вот тоже, говорю, видишь, тут шрам. Ла-ла-ла-ла. И заговорили про седло. Вот у него 3 миллиметра. У меня 4 обычно в среднем. Есть люди, которые 5, и я видел, кто 7 миллиметров стреляет. Превышение. То есть вот так вот стрела в пол. Настолько индивидуальный, там, я не знаю, работа пальцами, работа лука самого, опять же. Не, мне кажется, это отчасти от тиллера зависит тоже. Ну, как лук изначально сделан. Ну и вот как вот здесь вот работает. Кто-то цепляет, вот, как, я не знаю, Антон, ты же любишь этим своим Да. Нет, я как безымянным раз, пальцем цеплять? нет, я как раз последний палец уже не заваливаю, я его уже вот так вот его оставляю. Ну вот, то есть так, вот, загни сюда. Да, этот вот оставляю. Нет, я сюда больше выношу вот так. На кончике. Да, ближе к кончику. Посмотрим. Ну, как бы, смотри, вот это вот... Тоже плохо. Ну, рука рефлекторно будет напрягаться вот здесь все, кисть. Как бы, а здесь сгиб больно, поэтому чаще вот здесь чуть выше берут, и вот видишь, кожей туда раз и накатывает. И все. Но вот за счет вот этого зацепа, уверенного, кисть можно совсем всю расслабить, выключить. Это обычная ХБшная нитка, которую ты покупаешь в обычном магазине. Я вот все, потом в конце просто завязываешь. Так же, как и в начале, да? Такой же. Просто любой узел вообще.
И заклеиваешь. Да, клеем заклеиваешь. Смотри, вот мы верхнюю намотали. Ага. Да? Иногда это можно делать до, но я люблю это делать прямо после. И обычно другим цветом. То есть вот смотри, здесь обмотка. Да, видишь? Да, вижу. Да. Чуть тоньше. То есть надо будет середину еще подмотать, Согласен. чтобы плотнее село. Это как раз можно отсюда снизу наверх Иначе довести. вот она будет вот так вот. Да видно, да. А еще как-то, знаешь, проверяется типа того, что вот типа неправильно у тебя обмотка на хвостовике, типа так вставляешь. Вот если ты, короче, чуть-чуть ее ударил, она вылетела, то это херовая у тебя обмотка, слишком тонкая для твоего хвостовика. Видишь? Она должна держаться, но ты, если посильнее вдаришь, она вылетает. Короче, это я к тому, что если вы мотаете себе тетиву, короче, хвост мастеру отдаете, мастер этот хвост вставляет в обмотку и понимает, какая толщина обмотки должна у вас быть. А то он какую-нибудь вам намотает, она тонкая, либо толстая, если будет, хвост сразу будет ломаться. Я считаю, что это должно быть вот так вот, более профессионально. Я думаю, сегодня мы только гнездо отснимем. Еще надо тренировку сделать, а мы еще даже не тренировались. Уже время Можно ускориться. полвторого. И все. А не вот это вот там. Как мы там. Ну да, мы больше... Давай просто магию сейчас применим. Щелкни пальцем и намотай гнездо, и все. У меня пальцы вылез. О, заработало. Готов? Та-дам. Что касается, ребят, намотки гнезда, значит, вам обязательно понадобится ХБшная нитка, купленная в магазине. У Васильковича на 2 размеров. Желтая и такого кислотного цвета для самого гнезда. А если подматывать хвост, он берет обычную черную. Я так понимаю, что они одинаковые, просто разных цветов. И клей, универсальный клей, кристально-прозрачный Секунда. Но он, короче, типа не супер клей, а просто вот обычный клей. Вот показываю, его можно купить. Это инструменты, чтобы вам можно было сделать гнездо самому. Поэтому их должны вы иметь всегда с собой. Самое главное — линейка. Самая главная линейка. Как Вася сказал, типа Г-образная, а не с креплением сверху. Но мне кажется, хоть какая-нибудь линейка — это уже будет выход. Это у нас была тетива длинная, да? Ой, короткая. Нам надо подлиннее. Да, надо чуть подлиннее. Есть же... Мария, Нет, мы стол все-таки. вы стол сюда принесли? Стол, фен. Итак, друзья, рекомендую вам подписаться на мой новый канал, мой личный канал «Категоричный Антон». И все влоги в дальнейшем будут выходить именно там. На Супер Арбалет я буду заливать только то, что мне нравится, и то, что, ну, как бы входит в концепцию нашего магазина. И поэтому, чтобы не пропускать все мои влоги, подписываемся на Категоричного Антона ВКонтакте, Яндекс.Дзен, YouTube, Рутуб. Короче, где меня можно найти? Короче, в поисковике «Категоричный Антон», «Стрельба из лука». Находите, подписывайтесь и смотрите мои крутые влоги. Влоги будут поначалу только по стрельбе из лука, а дальше посмотрим, что я там буду категорично обсирать, может, а может быть буду что-то хвалить категорично и рассказывать, поэтому лучше туда подписывайтесь, короче. Да, прикольно будет, если это типа сказать, что типа это подделка из Алиэкспресс. Подделка из БУ-мастера. Ты вообще был мастер не любишь. Хорошая контора. Вовану огромный привет. Василий, ну и что нам тут надо делать? Надо взять шестигранники, которые из комплекта. Смотри, видишь, как... И надо подпилить твои пальцы вот под эти лунки. Ну, кстати, вот эта херня, мне кажется, лишняя вообще. Ты смотри как. Ищу себе сейчас место для тренировок. Ты смотри как регулируется. Валяк ездил, но очень неудобно, к сожалению, туда мотаться.
Офигеть. Смотрите, у Михаила здесь все просто. Здесь как бы, вот есть люди, Вот которые так. вот сейчас золотые самые были, но так. они приходят, есть кто там часто Вот порядке так. приходят. Ну, я часто. Можно Ёпта. тренироваться самому. Специально, причем, можно смотри, как там сделано, работать видишь? по программе. Соответственно, То есть этот есть абонемент, есть люфтом. разовое посещение, есть И здесь, видишь, у тебя не прямая, а скошенная. Для того, чтобы можно было, как хочешь тебе это так сделать, так сделать, видишь? Смотрите, нет, но вот есть вот То есть они что-то здесь тоже, типа, вот учитывают. эта штука тоже куда-то двигается? всегда. Нет, это не двигается, это просто болтики вверх передвигаются и вниз. Типа вот под этот палец. А, это площадка крепления. Да, типа, да, вот так. Да, вот, например, левая. Так оно. Настроили с тренером на палечник. Подвыдвинули, вот как нам кажется, это будет работать. Здесь можно его фиксировать на один палец и на два пальца. Видите, 3 дырки. То есть можно под один палец или через одну на 2 пальца. Типа вот так вот. Выбрать. Так. Можно так. Кому как удобно. Я так понимаю, что резинка длинная, чтобы ее потом можно было обрезать. Но я думаю, что мы ее потом разделим напополам. И будет нормально. И продадим. В супер арбалете магазине. За 1000, бля, чтобы косарь от 11 отбить, бля. Но мне кажется, короче, вот мне не очень нравится, что он сюда мне сильно упирается. Надо пострелять. И вот эта площадка, надо тоже ее будет потом подрегулировать, потому что рука потная, она как бы не очень четко стоит. Ну, конечно, пойдемте стрелять. И будем смотреть. И еще надо будет сегодня еще одну ошибку исправить. Сейчас Василиса наша освободится, и будем исправлять ошибку и стрелять на палечник. Может, ты разомнешься пока. Верно базаришь. Типа я к метро иду, представляю, глаза закрываю, типа их отсюда, до тира иду. На 3 метра будем стрелять. Сколько здесь? 5? Короче, 3 метра. Здесь 6. Спустя несколько часов настройки гнезда на палечника Василий придет исправлять мою ошибку. Нет, чуть-чуть есть ощущение, только вот, что костяшка вот сюда вот поддавливает. Но это как-то сильно не чувствуется, потому что, ну, не знаю, я еще попробую его потом подрегулировать на каждой тренировке по-разному еще постреляю. Но это лучше, чем на цыганском, на палечнике была костяшка. То есть она здесь не давит между пальцев. Ну, а в остальном, кроме фиги, разница есть? Не, мне кажется, вот для моего уровня вообще, блядь, что за пару тысяч, ну, как бы если там выбрать какой-нибудь Авалон, типа там за $15, не такой, мне кажется, никто разницы не поймет. Вот эта часть должна туда больше наклонена быть, вовнутрь. Ну, этот же напальчник позволяет, да, это сделать? Да. Я просто, вот видишь? Вот. Видишь? Выгнуто туда. Вот видишь, заставляет изгибаться. Типа было бы вот так вот бы. Типа было бы более прямее. Заряжуешь, потрепался чуть-чуть. Знаешь? Как, кстати, с ним палец не болит? С тем у тебя синяк был? Не, с этим очень нормально, да. Ну что он пока? Ну, видишь, все равно сюда, когда завалит, видишь, вниз. Это нормально. Типа, ну он быстро форму принял, это хорошо очень. Блин, столько всего Супер случилось. видео. Да, вот супер арбалет видео. Открываем вот это вот сырой рабочий материал. Это уже готовый влог. Это уже готовый влог? Он же еще не опубликован. Ну да. Зрители смотрят. Так, где ты стреляешь-то вообще? А, о, отлично. И вот смотрю, вот видишь, туда ты руку вот так вот прям такой засаживаешь. Еще раз покажи. Вот это, вот это. Сейчас, ну-ка, сейчас. Демонстрация. Блин, сколько болтовни. Олег же говорит, мне интересно. Давай, нам выстрел нужен. Давай. И...
О! Итак, вот ты, смотри, приложился. Ты тянешь хорошо, но видишь, ты руку туда ее зашвыриваешь. Назад. Да? То есть, в принципе, как бы у тебя есть понимание, что надо делать, но сейчас мы твое восприятие чуть-чуть поправим. Так, что мне в твоем выстреле не нравится? Мне не нравится, что вот ты растянулся, приложился, а потом вот так выдергиваешь. Даже вот так вот. Да, вот отлично. Да. Так. Задача нам сохранить твое положение. Да, выдергиваешь. Но вот корпус, чтобы не менялся. Рука идет, а корпус нет. Поэтому здесь надо переформатировать твое сознание опять в очередной раз. На сегодня все. И я прощаюсь с вами, ребята. Подписываемся на наш канал «Категоричный Антон». Подписывайтесь на его канал «Категоричный Антон». Но мы дальше продолжаем тренировку, а нашего оператора отпускаем. Он сегодня на шашлык бежит. Спасибо. Оператора на шашлык.